Всем привет! Сегодня будет короткое, но информативное видео о том, как самому подобрать цепь к вашей бензопиле, потому что зачастую люди думают, что цепь на всех пилах одинаковая. Кто-то не знает, как подбирать цепь, кто-то знает, что там есть какие-то маркировки на шине, но опять же со временем краска шины слазит и уже непонятно, какая цепь вам нужна. Итак, для начала нам нужно понять, что два самых популярных шага цепи это 3/8 и 325. Да? Также у нас есть шаг цепи 1/4. И также у нас еще есть шаг 0/404. Они редко встречаются, но имейте в виду, что такой шаг тоже есть. Итак, что означает шаг 3/8? 3/8 в точности у нас будет шаг 0,375, то есть это одно и то же. Это у нас 0,375 дюйма. Дюйм у нас равен 25,4 мм. То есть что нам нужно, чтобы понять расстояние между заклепками? Да? Мы берем 25,4 умножаем на 0,375. И равно это 9,52. Но есть маленький нюанс. У нас здесь будет не 9,52. На 3/8 у нас будет 9,32. Не знаю, почему так сделано, но везде во всех мануалах. И если мы сейчас чуть позже перейдем к практике, у нас будет 9,3, а не 9,5. То есть я не знаю, почему они взяли, что это 3/8. Ну, вот 9,32. Вот это вот реальная цифра. Так, теперь переходим к практике. У меня есть мануал штилевский. Покажу на практике, что 325 шаг это 8,25. 3/8 пика, либо 3/8 обычный это 9,32. Хотя по всем расчетам это 9,52. Да? Ну, вот так вот. Вот, берем цепь. Сейчас будем измерять. Можно линейкой. Для более точного измерения можно взять штаны или циркуль. Так, давайте. Вот есть у меня цепочка. Вот такая вот. Итак, берем 3 заклепки любого звена, неважно. Вот так вот берем по центру. Один центр у нас и второй. И у нас получается 18,7. Ну и опять же делим 18,7 на 2. Получается 9,35. В общем, те же самые 9,32. Погрешность небольшая. И будет по-любому. Вы так точно не измерите. Если у вас там получилось 9,2, 9,5, это будет 3/8. То есть на миллиметр вы никак не ошибетесь. То есть это, я думаю, понятно. Также у нас есть еще такой параметр, как толщина паза, либо же толщина самого звена. То есть они тоже бывают разные. Есть 1,1, 1,3, 1,5, 1,6, 2 мм. То есть опять же это нужно учитывать и подбирать под вашу шину. Вот. Меряется это тоже очень просто все. Берете штангель или циркуль, промеряете и смотрите, сколько у вас получается. В данном случае так видно 1,5 мм. Вот. На некоторых цепях фирменных измерять не нужно. На них уже есть, в принципе, маркировка. Смотрите, к примеру, вот 3/8 это шаг, да, уже как бы написан. И тройка. Тройка это 1,3. То есть если здесь у нас будет пятерка, это 1,5 толщина. Шестерка 1,6, ну и так далее. Я думаю, с этим тоже понятно. И последний пункт это количество звеньев, то есть длина цепи. Звенья это вот эти вот хвостовики. То есть цепи бывают разные, опять же тоже от там, не знаю, 44 звена, 50, 52, 56, 64, 76. В общем, разная длина цепей для разных шин, опять же. 180 штиль, к примеру, комплектуется 50 звеньями в большинстве случаев.
Это шина 35-ка. Вот. Есть 35-ка китайские пилы. Это у нас 52 звена уже идет, да. Китайские цыганки с 45-кой. Если не ошибаюсь, это у нас 76 звеньев. Либо это 50-ка. В общем, как-то так. То есть, имея эти все параметры, а их три основных, это ширина паза 1,3, шаг цепи, допустим, 3/8, и количество звеньев 50. Вы уже можете спокойно идти и подбирать как бы цепь на свою пилу. Вот, к примеру, пильная цепь. Вот это вот новая, да, вот здесь видно, да, 3/8, 1,3, 50. То есть это все параметры, которые вам нужно знать при подборе цепи на вашу пилу. Я надеюсь, все просто и понятно вам объяснил. Кому было полезно и интересно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спрашивайте, кого что еще интересует, какие видео хотите, чтобы я снял. Будет интересно почитать. Ну а у меня на этом все. Всем пока.